Привет! Отличная погода. И ты на отличном канале «Не беглый». Мы продолжаем говорить без лжи, без страха, без цензуры. И сегодня мы поговорим о том, как и кто зарабатывает очки на людях, прошедших через тюрьму. Как и кто использует политзаключенных в своих интересах. Быть политзаключенным – это не заслуга, это трагедия на самом деле. Но в новой эмигрантской реальности ты быстро замечаешь, на этом статусе строят отчеты, медийность, даже карьеру и финансовый успех. В белорусской эмиграции есть 3 слоя, где используют статус бывших и действующих политзаключенных. Первый – это фонды и НКО. Второй – медиа и блогеры. Третий – политики и демократические силы. Фонды и организации. Схема простая. Заключенный, история, заявка на гранты, пиар-отчет. Очень часто денег на самих бывших заключенных 0 или около 0. Организации получают финансирование. Иногда тебе дадут единоразовую помощь. Иногда просто сфоткают и поддержат морально. Ты отсидел, ты прошел через тюрьму, а теперь ты инструмент в таблице, отчет для донора. Без тебя гранта не будет. С тобой можно написать «Поддержка пострадавших от режима». Все, конец фильма. Медиа и блогеры. Типичный сюжет. Интервью, выжимка боли, кликбейтный заголовок, несколько дней обсуждений, забвение. И никто не заботится о последующем состоянии героя. О том, есть ли у него работа, жилье, ПТСР. Ты был полезен, пока страдал публично. Но никому не интересно, как ты живешь потом, когда камеры выключились. Потому что выгодно показывать то, что можно монетизировать. Политики и демократические фигуры. Фото с тобой, пост в соцсетях. Вот кого мы защищаем. Протокол есть, помощи нет. На мероприятиях тебя могут посадить на сцену, дать микрофон. Но в частной жизни ты остаешься один. В итоге в кадре братство и единство, а за кадром пустота. Потому что ты нужен не как человек, а как символ. Потому что уже очевидно, что политзаключенные нужны нашим политикам, только пока они сидят в тюрьмах. Дальше они становятся невыгодными. Почему же это происходит? Потому что любая система строится из выгод. Фондам нужны живые истории, иначе им не дадут деньги. Медиа гоняются за вовлечением. Слезы и боль продаются лучше. Оппозиционным политикам нужно показывать работу и близость к народу. Это удобно, это красиво, это выгодно. Но правда в том, что человек после тюрьмы – это не герой для фото, а раненый. И каждый раз, когда его используют, они помогают, эта рана становится глубже. И получается, что ты нужен любой системе, пока ты травмирован, пока ты просишь, пока ты зависим. Когда ты встал на ноги или говоришь не то, что надо, ты становишься неудобным. Справедливости ради, есть и те, кто помогает по-настоящему. Неформальные волонтеры в Польше, Литве, Грузии. Инициативы, которые дают жилье, оплачивают терапию, помогают с документами. Те, кто не снимает сторис, но реально остается рядом. Они не делают селфи, не бегают с флагами, они просто помогают. Но именно у них нет финансирования. Именно они никому не интересны, как бенефициары. Что делать бывшим политзаключенным? Если ты прошел тюрьму, ты имеешь право на уважение, ты имеешь право на поддержку, и ты не обязан становиться лицом чьей-то компании. Дам несколько советов из личного опыта. Не соглашайся на все подряд. Задавай вопросы. Зачем? Кому? На каких условиях? Ты имеешь полное право задавать вопросы и получать ответы. Не стесняйся искать поддержку, но и не стесняйся говорить «нет». Пытайся строить свою историю, а не быть приложением к чужой. Ты имеешь право на помощь, но не обязан платить за нее собой. И уж точно не должен быть товаром в борьбе за донорские баллы. Статус бывшего политзаключенного – это не трофей, это шрам. И если общество будет превращать его в инструмент, мы ничем не отличаемся от тех, кто этих людей сажал и травмировал. Распространи это видео, особенно среди тех, кто работает в НКО и фондах. Поддержи тех, кто помогает не за лайки. Напиши в комментариях, сталкивался ли ты с таким, как пострадавший, волонтер или наблюдатель. И главное помни, ты не чей-то актив, ты человек. Ну а на сегодня это все. С вами был канал «Не беглый». Мы скоро увидимся снова.